Язык мы пришили, я сделала чуть-чуть на бок. Теперь нам нужно связать зубы. Зубов я не знаю, сколько будете ставить вы. Я свяжу штуки 4, а там уже по ходу будет видно. Зубы вяжутся очень просто. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. Стягиваем кольцо. И следующее, второй, мы будем вязать по 6 столбиков без накида. Можете ставить маркер, можете не ставить, я ставить не буду. Связали второй ряд, 6 столбиков без накида. И третий ряд мы будем соединять вместе за переднюю и за заднюю стеночки. Вот такой зубик у нас получился. Обрезаем нитку так, чтобы можно было пришить. И дальше уже смотрите сами, где пришивать эти красивые зубки и сколько их делать. Остальные зубки вывязываем сами. А теперь смотрите, мы будем с вами переходить к ушкам. И я вот при сложенных, вот так вот если сложить по мордочке пополам, то получается нам нужно, чтобы вот здесь было 18 и вот здесь было 18, а между ними 5 столбиков без накида. То есть здесь мы уже вот этот маркер мы убираем, он нам не нужен. И я отсчитала, получается. Вот у меня поставила маркеры. Вот у меня 18. Я их буду замыкать. И вот 18. Вот так вот столбиков без накида. А серединку мы будем провязывать. Сейчас я соединяю соединительным столбиком. Вот так буду замыкать в колечко. Смотрите, у меня получится вот как пространство для вязания ушка. И теперь я провязываю 5 столбиков соединительными столбиками. 5 соединительных столбиков. Сошлось. Все, эти теперь дополнительные ниточки убираем. И у нас получаются вот такие будущие наши ушки. Теперь уже по вот этому кругу сейчас провязываем 18 столбиков без накида. Поставила маркер. Вот так. Следующий ряд уха мы вяжем тоже 18 столбиков без накида.
Следующий ряд вяжем 4 столбика без накида, 1 убавка. В конце ряда у нас будет 15 столбиков. Немного неудобно показывать. Довяжите сами. Следующие ряды. 40-й мы вяжем 3 столбика без накида, 1 убавка. У нас будет 12 столбиков. Очень неудобно показывать. Я думаю, вы с этим справитесь великолепно. Ничего тут сложного нет. Дальше 41 ряд мы провяжем 2 столбика без накида. Убавка будет 9. И потом столбик без накида будет 6. Мы закрываем ушко. Что получится в конце, я вам покажу. Вот мы довязали ушко. Теперь нам осталось вот это вот стянуть кольцо и вывязать второе ушко. Не забывайте добавлять холофайбер. Вяжем руки. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. Ставим маркер и провязываем второй ряд. Во втором ряду мы делаем 6 прибавок. В конце ряда у нас 12 столбиков. Третий ряд. Вяжем столбик без накида, 1 прибавка. В конце ряда у нас 18 столбиков. И следующие 4 ряда с 4 по 7 мы вяжем по 18 столбиков без накида. Восьмой ряд. Вяжем 8 столбиков без накида, 1 прибавка. Так 2 раза, и в конце ряда у нас будет 20 столбиков. И следующий 9 ряд мы также вяжем 20 столбиков без накида. Вот такие ручки получились. Теперь их пришиваем к телу. Чуть ниже рта. Вот так вот. Вяжем оформление глаза. Я так на пальчик вокруг обкрутила и делаю 2 столбика без накида. Один полустолбик с накидом. 3 столбика с накидом. Один полустолбик с накидом. 2 столбика без накида. Один полустолбик с накидом. 3 столбика с накидом. Один полустолбик с накидом.
теперь соединительный столбик. И обрезаем ниточку так, чтобы можно было пришить. Вот такой у нас получается глаз. Можно чуть-чуть подтянуть, посмотреть, как будет лучше. И теперь мы этот глаз будем пришивать. Один и второй. Вот у меня один, и вот у меня второй. Так, конечно, непонятно, но надо пришивать. И вот смотрите, какая страшная лопатуля у нас с вами получилась. Он такой забавный. Теперь нам осталось связать трусишки. Трусишки я буду вязать из Dolce Vita. У меня осталась вот такая пряжа. Мне нравится. Наверное, будет хорошо смотреться. Значит, мы вывязываем цепочку из воздушных петель так, чтобы у нас обхватывалась полностью наша игрушка. У меня получилось 50 воздушных петель. Замыкаем в колечко и провязываем столбиками с накидом. 2 петли подъема и идем по кругу. Если у вас нет Dolce Vita, вы можете связать трусишки из любой другой пряжи. Можно даже Ернард джинс взять. ХБшный будет хорошо смотреться, не такой объемный. Я бы, конечно, из плюшика не вязала, из такого толстого. А вот Dolce Vita хорошо подходит. Или что-то подобное. Вот так вяжем. И так мы провязываем по кругу 3 ряда с соединительными столбиками и подъемом на 2 воздушные петли. Ой, попалась завязочка, ну что, спрячется в трусишки. Все, провязывайте сами. 3 ряда по 50 столбиков с накидом. Довязали 3-й ряд, делаем соединительный столбик. Дальше 2 петли подъема и провязываем 4 столбика с накидом. Две петли подъема разворачиваем и вяжем 3 столбика с накидом. Две петли подъема разворачиваем и вяжем убавочку и столбик с накидом. 2 петли подъема и провязываем 2 столбика с накидом. Две петли подъема, делаем прибавочку столбиками с накидами, то есть прибавочка и столбик с накидом. У нас получается в ряду 3 столбика с накидом. Опять 2 петли подъема и провязываем еще одну прибавочку. У нас получится 4 столбика с накидом. Вот наша полосочка.
Теперь ее надо будет обрезать и пришить вот с этой стороны. Поэтому оставляю ниточку. И этой ниточкой я пришью. Вот я слаживаю пополам. То есть наше пришивание должно быть вот здесь. Хотите, можете просчитать, там, чтобы было пополам, четко, ровно. Мне кажется, и так будет вполне достаточно. Все, и это просто мы прошиваем. У нас изнаночная сторона. Дальше запутываем ниточку и можно прижечь ее зажигалкой. Вот видите, с этой стороны ничего не видно. Все. И здесь, помните, у нас брак получился в пряже. Узелочек. Тоже подпалим и все. И незаметно. Ну что, нам осталось нарядить трусишки. Будем наряжать? Так, чудо наше чудное. За счет того, что, вот видите, пряжа плотная такая, все равно. Не сильно толстая, конечно, но плотная. Трусишки кажутся такие объемные, но классные. Из Ернард джинса, наверное, будет поинтереснее, но я переделывать уже не буду. Все, трусишки сели великолепно. Что ты мне язык показываешь? Вот такая красота у нас. Очень милый фуглер у нас получился. Пожалуйста, напишите в комментариях, какой цвет вы использовали. Может, у вас что-то по-другому сделалось и получилось намного лучше.